Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. С вами, как всегда, Сергей, балда, который сегодня забыл включить микрофон. Я только что записал 3 прекрасных интервью с этими прекрасными девушками. И, ну ничего, сейчас у нас второй шанс. Они нам сейчас все о себе расскажут. И расскажут о своей жизни здесь, во Вьетнаме, как они здесь оказались, почему они сюда приехали, почему им здесь так нравится, в конце концов. Вот. Ну что, начнем? Итак, представьтесь, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Катя, я живу во Вьетнаме 6 лет. Я родилась в городе Белгород и в основном проводила свое юношество в городе Санкт-Петербург. Затем внезапно я переехала жить во Вьетнам, и сейчас здесь мы живем, наслаждаемся жизнью, купаемся в моречке, воспитываем собак, производим веганскую еду, производим масла, ароматические десерты, вообще сыроедческие, вообще просто наслаждаемся жизнью. Окей, отлично. Представьтесь. Добрый день. Добрый день. Как вы до такой жизни дошли? Она сама ко мне пришла. Сама пришла? Я ее намечтала. А ты ее намечтала, да? Ты знаешь, твоя кепка похожа на кепку Буденовку. Ты знаешь, была такая в Советском Союзе, была, когда еще эти чекисты, Чапаев был, знаешь, время, революция когда была. Вот ты прям точно как оттуда. Просветил так просветил. На самом деле эта кепка вьетнамская, это флаг Вьетнама, если вы не знаете. Вот он здесь. Вот. Да, как ты здесь оказалась? Я мечтала, и вот. Ребят, понимаете, надо хорошо мечтать. Надо уметь мечтать. Вот, молодец. И ты рада? Конечно. Я уже 6 лет здесь живу. Уже 6 лет? Да, уезжать не хочу. Не хочешь? Не планирую. Не планируешь? Да. И сколько здесь еще планируешь жить? Ничего не планирую никогда. Ничего не планирую? Да. Ты думаешь, может быть, здесь ты встретишь старость? Все может быть, если я ее вообще встречу. Да, потому что мне кажется, что я только... Нет, это не то, что подумал. Окей. Мне кажется, я молодею. Вау. Потому что я сейчас себя лучше чувствую. И состояние мое душевное и физическое, оно лучше, чем даже 10 лет назад. Хорошо. То есть история Бенджамина Баттона, да, только получается? Но только у него все само собой, там гены что-то, да? А ты сама себе намечтала, молодец. Я стараюсь. Ты стараешься. Я стараюсь. Хорошо. Так, Валя, давай, твой черед. Добрый день. Ты даже не сказала, как тебя зовут. А мы потом скажем. Меня зовут Валентина. О себе можно очень долго рассказывать, если вкратце. Жила в России, поменяла несколько городов. Последнее место пребывания было в Краснодаре, родилась на Сахалине. Последние лет 5 работала в туризме, Вьетнам приглянулся, и я решила обосноваться здесь. Поэтому Хайан – красивый маленький городок на побережье, романтичное местечко. Очень романтичная. А чё нет? Да. Это правда. Хорошо. Волшебная. Ну, тогда у меня такой вопрос, девочки. Скажите мне, пожалуйста, вот почему Вьетнам? Почему вы именно захотели сюда приехать? Почему не в другую страну? Почему не в другое место? Вот Вьетнам. Почему так? У каждой страны своя энергетика, так же, как и у своего города, у каждого. Приехав во Вьетнам, я тогда приехала из России, и думаю, пытаюсь что-то сделать, думаю, почему у меня не получается? Думаю, ну что не так, что я не так делаю? И я решила посмотреть на это с точки зрения как раз-таки энергетики. Думаю, чем Вьетнам отличается от России? Во Вьетнаме очень спокойно.
Если отталкиваться от фразы, выражения, если что-то произошло, и это можно исправить, то зачем переживать? А если случилась ситуация, ее никак не исправить, то и смысл переживать. То есть нужно расслабиться и отдаться Богу, потоку, воле жизни. Я не знаю, можно любые слова подобрать. И когда я осознала этот момент, у меня все дела стали складываться сами собой. Как по маслу. Но это здорово на самом деле. Классно, классно. Так, а ты, Яна, правильно? Да, правильно. Как твоя жизнь завела тебя именно во Вьетнам? И почему ты решила здесь быть, не в другом месте? Почему не Индия? Много людей едет в Индию. Я хотела в Индию тоже, но я не знаю, жизнь так сложилась. Но, наверное, потому что я влюбилась во Вьетнам, когда была туристкой. Я была в 2013 году здесь туристкой. На 2 недели приехала по путевке, все как полагается. Нячанг? Нячанг, конечно. Даже еще. Мекка русских туристов. Да. И я улетела, и я не знаю, что со мной произошло во Вьетнаме, потому что все пошло вообще не по плану. Вообще вот все было не так, как я хотела, абсолютно. Но я почему-то влюбилась в это место. Я приехала с таким чувством вдохновления, такая жизнь во мне кипела. Я счастливая была, как ребенок ходила такая вся довольная. Этого хватило на месяц. Это когда ты вернулась в Россию, да? Да. В России я еще вот месяц такая ходила, окрыленная. И потом все вернулось на круги своя. Ну, вот такая привычная российская жизнь, которая у меня тогда была. И я все время скучала по Вьетнаму. Мне казалось, что это вот из-за Вьетнама я себя вот... Ну, вот он мне показал просто, как можно, что есть разница большая между внутренним самочувствием, так сказать. И я просто не могла это забыть никак. Вот это вот счастье, вот это вот какую-то легкую влюбленность в жизнь, вот это ощущение эйфории, да. И я все время думала о Вьетнаме, и у меня крутилась эта мысль в голове всегда, что я хочу жить на море, есть манго с дурианами каждый день, там, и просто Ты сейчас наслаждаться ешь манго с жизнью. дурианами каждый день? Но дурианы нет. Только в сезон. Только в сезон. Но в сезон много, да? Здесь дешево. Хотелось бы, да. Хотелось бы. Да. Понятно. Мы тут уже договорились. Вы уже там разделили, да? Да, мы все любительницы. Пригласите нас меня будет тоже. дуриановая вечеринка, окей. С удовольствием приду. Да, мы и твои, мы тоже обожаем дуриан. Ты пробовала? Конечно. Тоже любишь? Зашибись! Дурианы комьюнити. Классно. Так, давай. Ну, что сказать, у меня очень похожая история. Я тоже влюбилась с первого взгляда. Приехала как турист, почувствовала вибрацию, которая здесь такая домашняя, атмосфера принятия, понимания, любви, сердечности какой-то. Все, влюбилась и осталась на полгода. Это был последний курс моего университета, когда лекции, в общем, не надо было ходить на лекции, надо было писать диплом. Вот, и этот последний год я провела во Вьетнаме, вернулась, защитила диплом и переехала, буквально через полгода я переехала сюда жить. И ощущение было, то есть с первого раза ощущение было, что я как будто бы приехала домой. Вот. А потом я встретила людей, которые также оказались здесь, и мы стали одной семьей. Круто, круто, интересно. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, Вьетнам такая здесь красивая страна, классная энергетика, вы так почувствовали. Как вы думаете, связано ли это с тем, что вы не местные? Как вы думаете, местные люди, они также чувствуют себя, находясь в этой стране? Мне кажется, мы их вайб и ловим. Давай. Ага. Ну да, конечно. Думаешь, Они вообще на вьетнамцы? чиле. Мгм. Да, это же... расслабоне. Да, это такое, ну это такая азиатская, мне кажется. Вот особенно те, кто на берегу моря. Да. Потому что если бы они были напряженные, как люди в России, не знаю, может, ты вырежешь это.
Почему? Это правда, это правда. То, да, в России вот все вот тут, у них вот тут изюмина, вот такая вот. К 50 годам вообще вот просто такая глубокая мужчина, просто вот тут все. Потому что они вот такие ходят, такие напряженные. Страдают поэтому очень сильно, потому что... И, конечно, приезжая в Россию, все это чувствуют. О, суровые русские люди. Конечно, суровые. Ну, и сюда возвращаешься, и тут такой релакс, такой комфорт, такое настроение сразу классное. Конечно, это не только потому, что море и солнце, это потому, что и люди здесь так живут, и наполняют собой. Ну, конечно, они тоже переживают всякие эмоции, всякие чувства. Но вот этот пласт какой-то расслабленности, он присутствует. Хорошо. У меня тогда вопрос, Валь. Валь, как ты думаешь, почему во Вьетнаме люди более расслаблены, чем в России? Ты думаешь, это связано с климатом как-то, или это просто менталитет такой? Или почему люди в России не могут так же чувствовать себя хорошо, как здесь? Почему люди уезжают в Россию, из России? Вот, ну, это же более, это другой вопрос, но вот именно, вот скажем, почему Вьетнам? Почему люди, вот, ну, ты понимаешь, да, что я хочу спросить? Скажу так, что чувствовать себя комфортно, гармонично, как бы в единении, да, и с самим собой, и с природой, в принципе, можно в любом месте, где бы ты ни находился. Но внешние факторы окружающей среды, конечно же, на это влияют, как ни крути. И общество, с которым ты общаешься, повседневные какие-то заботы. Самое главное, это, наверное, не обсуждать негативные факторы, как приехав домой, ты обнаруживаешь, общаясь с друзьями, больше других тем как будто и нет. Бывает и наоборот. В общем. Хорошо. Хорошо, ничего, я понимаю. Тема сложная такая. Вот. Кать, как ты думаешь, ты бы смогла быть такой же счастливой, как ты сейчас в России, находясь, живя там? Мне кажется, я вот всеми силами пыталась быть счастливой в России и пришла к такому выводу, что это сложно. Потому что, ну, там, во-первых, там совсем другой темп жизни, то есть скорость. Все куда-то спешат, и система работает так, что у тебя нет даже времени, у тебя нет шанса оглянуться и посмотреть, а зачем вообще куда ты бежишь, типа к чему ты стремишься, и есть ли в этом реальная ценность для тебя, или это ценность, которая навязана тебе обществом, вот, то есть социумом. Потому что, ну, у каждого свой темп, и каждому самому нужно смотреть, как он чувствует и где ему комфортно. То есть, наверное, ну как, хорошая. Я люблю Россию, я люблю российскую культуру, русскую, я люблю русскую душу, Достоевского люблю, композиторов люблю, но я бы предпочла, да, проживать вот этот вот Достоевский надрыв здесь, на берегу моря. Отличный ответ. Интересно. Хороший вопрос. Ну, не все идеально в раю, да? Что вам не нравится во Вьетнаме? Скажи мне, вот ты здесь самая новенькая, ну не самая новенькая, ну относительно. То есть, что тебе здесь не нравится? Возможно, когда нужно срочно решить какой-то вопрос, местные люди, если у них обеденный перерыв, они на тебя смотрят и крутят свои фонари. Tomorrow, maybe after tomorrow. Окей, спасибо большое. Ну, как бы, иногда, конечно, такая себе ситуация. Ну, а в общем, все есть как есть. Не нужно этому придавать какую-то красочность, да, оттенки там белого или темного. Нужно принимать любую ситуацию нейтрально. Хорошо. А лучше радостно. Окей. Интересно, такие философские ответы от Вали.
Окей, давай. Я боюсь об этом говорить. Почему? Это чернуха, потому что... Чернуха? О, сейчас кошечка точно. Ну, Я тут столкнулась просто с чернухой. смотри, как хочешь. Если хочешь поделиться, можешь поделиться, как бы. Ну, все Ну, бывает наверное, не везде. секрет ни для кого, что в азиатских странах едят собак. Но самое... Я как бы тоже об этом всегда знала, даже будучи в России. Но самый прикол, что здесь воруют собак. Вот. И с этим конечно, мне сложно смириться до сих пор, потому что я не знаю. Ну, я не знаю, как с этим можно смириться. С этим невозможно бороться, потому что для вьетнамцев это норма жизни. И смириться тоже, ну, не знаю. Ну, вот я своих собак берегу, как могу, конечно. Вот. А еще не нравится, есть такая тема у вьетнамцев, как вырубить лес и построить дом. Ну, это, наверное, везде так. Но я же здесь живу, я все время это вижу, и это тоже не нравится. Или вот они, допустим, не любят но здесь вот так все красиво, потому что они постарались создать такую атмосферу, потому что они знают, что люди любят. Но в основном как они живут? Они бетонируют двор полностью, чтобы никакая травинка нигде, не дай бог, не вылезла. Если от соседа цветы растут к нам или от нас к соседу, то он пойдет их почикает обязательно. Почему-то, я не знаю, наш лендлорд постоянно прибегал к нам в наш палисадник и все обрезал. Пока мы с ним не поругались на эту тему, он перестал. У нас там сейчас все заросло джунглями, конечно же. Это странная вьетнамская вот какая-то особенность. Интересно, интересно. Хорошо. Так. Кать, что думаешь? Я прям очень люблю все, что меня окружает. Мне прям очень нравится, за исключением разве что караоке. А мне нравится даже. Да, это отдельная тема, потому что мы живем в довольно туристическом месте. И вообще, если твои апартаменты или дом, где ты живешь, он довольно в туристическом месте находится, то это шум. То есть их караоке отличается, наверное, от того, что принято в другом мире называть караоке. То есть это просто крик в микрофон, иногда даже без музыки. Вот. И очень-очень громко. Они слушают очень-очень громко музыку. Вот это единственное, что, пожалуй. Может быть, тебе надо просто к ним присоединиться, и все будет, и все исправится. Ты будешь посмотришь на это с другой стороны. Может быть. Да, я думаю, что, нет ничего ничего критичного, да. Еще, наверное, в дополнение тому, что сказала Яна, вьетнамцы иногда бывают не очень, то есть осознанными с точки зрения экологии. Очень часто они выбрасывают мусор вблизи моря, вблизи океана, какой-то пластик, в реки выбрасывают всякие нечистоты. И это, конечно, больно наблюдать, но как будто бы с каждым годом, сколько я здесь живу, ситуация становится все лучше и лучше, и они тоже двигаются в направлении к тому, чтобы как-то следить за экологией, где они живут. Да, вот это только. Окей, хорошо. Так. По поводу караоке, это состояние души. Они раскрепощены. Еще раз. Что касается караоке, то это же состояние души. Они орут, кричат, они раскрепощены, поэтому они кайфуют, собственно, от жизни и от того момента, что они могут проораться в этот микрофон, выразить свои эмоции. Ну, да, Классная разрядка, кстати, надо попробовать нам тоже. Я думаю, да. Надо попробовать орать в микрофон. Как насчет нам всем тоже устроить караоке вместе и просто на всю катушку? Только не вьетнамские песни, а наши любимые песни. Давайте. Какие мы хотим. И да, я думаю, это очень классно. Можно совместить с вечеринкой с дурианом. Да, отлично, отлично. Камбуча, дуриан, караоке. Да, так и назовем. Окей. Как насчет языка? Вот, скажи мне, ты здесь уже 2 года была, да, до этого? Сейчас месяц. Ты говоришь по-вьетнамски? Чук-чук. Вот чуть.
самые, наверное, основные такие фразы, которые в обиходе нужно, да, использую. Ну и, соответственно, понимаю, что нужно совершенствовать, изучать его. Ну, как бы мало-помалу движемся в этом У тебя направлении. есть уроки какие-то, или ты как-то сама изучаешь? Сама. Сама, да? Хорошо, классно. Так, Ян, Ну, то же самое, аналогично. то же самое. Тоже немного говоришь, да, но... Ну вот только для рынка, наверное, подходит. Вот я могу там с бабульчиками на рынке нормально поговорить, посмеяться, там они мне там, как, в смысле, как местному продадут из-за этого. Я думаю, вы ходите к той же бабульчике, к которой я хожу тоже. Я, по крайней мере, видел видео там, где Юра делал ТикТок, и он там давал ей цветы, подарил. Да, Это ты я вот- тоже ходишь к а я этой к ней, бабулике? да. Это просто мировая тетка. Она Да. реально Это продает на все по Тайгере? хорошей Да, по на хорошей цене Очень продает. дешево. Да. Я просто посмотрел такой, о, это же моя знакомая Да, продавщица. Да, мы специально прям к ней ездим все. Странно, что мы никогда не пересекались. Может, потому Странно. что мы в разное время ходим. Может. Я потому что всегда Скорее обычно часов всего. 8 утра по воскресеньям и по субботам хожу. Или в 7:30, или в 9. После обеда. А, вы Утром после там обеда слишком ходите. много людей. Ну да, но у меня после обеда нет времени. Прикольно. Окей. Так, а как твой вьетнамский? Мой вьетнамский. Да точно так же. Хватает, чтобы поговорить с бабушками на рынке. Но очень, на самом деле это довольно сложно, я могу сказать. То есть очень часто я знаю, как называется какой-то, не знаю, там овощ, фрукт по-вьетнамски, но они меня не понимают. Потому что все эти тональности довольно сложно. Ну, насколько я знаю, это... То есть разница между тем, что ты хочешь сказать и что ты сказал, может быть колоссальной. Это правда. И нужно быть аккуратней, потому что ты легко можешь оскорбить человека. Хорошо. Ну давайте тогда, допустим, вьетнамская еда, русская еда. Что тебе нравится во вьетнамской и что тебе не хватает во вьетнамской кухне? Нет чего-то такого, что мне не хватает, наоборот. То есть все, что здесь растет, местное, это просто рай на земле. Здесь Изобилие. изобилие, да, здесь мы как бы не едим мясо, мы веганы здесь все, так что мы просто наслаждаемся органическими продуктами с рынка. Гречечка? Гречечка, так она тоже здесь есть. Нет чего-то такого, чтобы мы здесь не могли достать. Я ни почему не скучаю. Ягоды? Ягоды замороженные. Облепиха? Мама присылает из России. Все схвачено, да? Вау! В следующий раз мне баночку облепихи тоже, пожалуйста. Вообще без проблем. Как бы со временем, да, все находится. Ты почему-то скучаешь? М-м. Ну, Вообще. Ну, Да вот наоборот, здесь- Есть тебе чего здесь не хватает? Нет, наоборот, всего вот так вот, просто с головой. И мама мне то же самое говорит. Она у меня в России, и я вот с ней каждый день общаюсь. Она мне однажды сказала: «Господи, как у вас там всего много, Да. всего вкусно, а здесь ничего нет». Да, помидоры со вкусом травы. Мы называем пластиковые помидоры. Пластиков. Да. Да, интересно. Так, а что ты думаешь, Валь? Я не могу сказать, что мне что-то не хватает из еды, а именно вкусовых каких-то, да, предпочтений. Все это связано с мозговым центром, все эти вкусы и так далее. Самое главное, чтобы организму было достаточно тех питательных веществ. И, собственно, на этом все. Ну и чтобы это, конечно, было вкусно. Приятно. Ну, вьетнамская еда тебе нравится, да, кухня? Да. Здесь кешью на деревьях растут. О чем ты говоришь, Сергей? Кешью растут на деревьях во дворе. Да, у нас тут над нами прям кокосовая пальма. Да, и вот Те, там кто хоть раз побывал здесь, ну, как бы поймут, о чем вообще, собственно, идет речь, и что здесь может хватать, а чего может не хватать. Ну, и опять-таки, это все сугубо лично для каждого человека индивидуально. Хорошо, ну тогда у меня не последний, но предпоследний вопрос. Погода. Вам нравится здесь погода, Валь? У природы нет плохой погоды. Мне нравится ее оптимизм. Все, что я не скажу, все есть позитив.
Отлично. Это хорошо, это хорошо. Окей. Так, Ян, что ты скажешь? Ну, жарковато, конечно. Но это лучше, чем минус 30. Снег, не скучаешь по снегу? Нет. Вот в сад Подожди, не ты из бывает. Краснодара. Да, там снега не бывает. Это не настоящая. Это же жара такая Это же. не настоящая Россия, друзья. Не обращайте внимания. О, да, не, я скучаю по снегу. Все-таки я из Сибири, и мне нравится, когда есть зимой снег, все покрыто, идешь такой. Ну, в этом есть кайф, конечно, я могу себе представить. Да. Была однажды в моей жизни снежная зима с вот такими вот сугробами. Я до сих пор ее помню. Я была там, может, мне лет 9 было. Ну, что-то такое маленькое. Замело так замело. Да, мы в школу не ходили, закрыли школы, вообще Вау. никто. Ну, конечно, гулять ходили в этих сугробах, просто там валялись, кайфовали. Я помню, как это было классно, конечно. Я бы такое пережила еще раз. Еще один Один раз. день. Один день. Да. Интересно. А потом обратно под кокосы. Так, а тебе как? Кать, тебе тоже жара тебя не смущает? Жара. Да нет, наоборот, мне кажется, здесь прям жизнь полная приключений. У нас тут год один был, были тайфуны, было интересно. Наводнение. Наводнение было, Эвакуация. мы прям в центре на лодках плавали, река вышла из берегов, вообще, да, интересная жизнь. Водопады, можно поехать вообще просто час езды, и ты на водопаде. Там на скалы куда-нибудь, да и природа, джунгли вокруг. Не то чтобы мне чего-то не хватает, у меня всего в переизбытке, у меня передоз. Передоз счастья, счастливой жизни. Мне кажется, еще чуть-чуть и все, и сердце остановится от этой жизни. Неплохо. Неплохо. Ну Мы хорошо. наслаждаемся. Хорошо. Последний вопрос тогда, девчонки, давайте закончим. Скучаешь ли ты по дому? Я скучаю по родным и близким, По родным и близким? да. А так, дом там, где я. Ты хочешь, чтобы они сюда приехали? Да, я очень хочу, чтобы мои родители приехали. Приехали или переехали? Переехали. Они планируют? Ну, вот сейчас еще пару лет осталось им до пенсии, а так я надеюсь, что да. Ну, я думаю, что столько-то жить в России под конец-то уже не заслужили полежать на берегу моря, понаслаждаться жизнью, попить кокоса. Классно? Классно, хорошо. Чтобы сердце остановилось от удовольствия. Чтобы сердце остановилось от удовольствия, правильно. Дай Бог всем, чтобы так сердце остановилось от удовольствия, от радости. Окей, так, Ян, я знаю, ты сказала в самом начале, что ты не хочешь возвращаться, да? Но скучаешь ли ты по России? Ну, по родным. По По России родным. нет. Только Вообще, по родным. Только по родным, конечно. По друзьям? Ну, по друзьям... Ну, я всех жду здесь. Всех ждешь здесь, Да. приглашаешь. А кто-нибудь приезжает? Нет. Еще нет? Не приезжать. Ну, 2 года вообще никто никуда Ну да, не ездил. ковид. Вот. А до этого приезжали, ну, не друзья, а знакомые какие-то приезжали. Вот. Но почему-то мои друзья, у них какая-то такая жизнь, что они вот не могут приехать. Или им кажется, что они не могут. Родители родные, что они планируют сюда приехать или переехать? Ничего никто не планирует, так же, как и я. Но я тоже очень хочу. Очень хочу, чтобы они сюда все приехали Да, понимаю. и наслаждались жизнью. Окей, круто. Так, и давай последнее слово за Валей. Мудрые, все слушаю. Скучаешь? Скучать — это значит привязываться. Привязок... Ну, не нужно привязываться ни к кому и ни к чему на самом деле. Дом там, как правильно сказала наша мудрая коллега. Дом там, где... Ну, по работе же, коллега. У нас есть работа. Мы коллеги. Вы что, работаете, девчонки? Ладно, вырежи это. Так вот, дом там, где... Как правильно Катюха заметила, дом там, где ты.
и скучать по тем местам, где ты был раньше. Все эти места в моем сердце, и они всегда со мной. Как-то так. Классно, классно. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний подкаст. Скажите спасибо большое этим девушкам прекрасным в комментариях. Напишите ваши вопросы, если у вас есть к ним. Подожди, пока-пока, еще не закончил. Если у вас есть вопросы, пишите к ним. Я дам им мой YouTube, они могут отвечать. Если у вас конкретно есть вопросы к Кате, к Яне или к Вале. Вот. Катя, у нее есть парень, у Каяны тоже. У тебя есть? Так, в общем, мы разберемся. Извини. В общем, я хотел сказать, что, друзья, самое главное из того, что я сегодня услышал, я живу во Вьетнаме уже 8 лет. И вы знаете очень сильно, что я хочу переехать в Россию, потому что я устал жить здесь. Но слушая этих девушек, да, правда, у меня появляется второе дыхание. Возможно, я дам шанс этой стране, а может быть нет. В общем, да, это все на сегодня. И, конечно, как обычно, если вы все еще здесь и смотрите, то я думаю, что я заслуживаю подписочки. Подписывайся на канал. Лайки, ставь подписки, лайк. Комменты. комменты. Раскачаем этот паблик. Все, ребят, до скорого. Пока-пока.